Здорово, это быстрый обзор Poco X3 Pro, только самое главное и ничего лишнего, не успеете даже докушать. И первым делом я хочу сразу ответить на самый главный вопрос. Стоит ли вообще обращать внимание на эту модель? Так вот, по моему личному мнению, однозначно стоит. Это топ за свои деньги. Погнали. При стоимости чуть больше $200 этот смартфон предлагает процессор из флагманской серии, неплохой стереозвук, отличный дисплей с частотой обновления 120 Гц, очень приятный виброотклик, большой аккумулятор, встроенный модуль NFC для бесконтактной оплаты, добротный запас памяти, как оперативный, так и постоянный, причем очень быстрый, флагманского стандарта UFS 3.1 и еще очень много других крутых ништяков. Короче, чисто по характеристикам ничего лучше за эти деньги вы не найдете. Я бы даже сказал, что за свои $200 чисто в техническом плане этот смартфон сотворил невозможное. Если вы не наивный дурак, тогда у вас наверняка уже возник вопрос, на чем сэкономили? Буквально с первого взгляда сразу же становится понятно, что на корпусе. Несмотря на то, что чисто внешне версия Pro выглядит немного солиднее, чем младшая модель Poco X3, тем не менее корпус полностью сделан из пластика и ощущается дешево. Я уже сказал, что этот смартфон получил большой аккумулятор. Если говорить точнее, 5160 мАч. И казалось бы, все круто, но у этого преимущества есть и обратная сторона. Точно так же, как Poco X3, новинка весит 215 грамм, толщина корпуса 9,5 мм. И вообще, это довольно-таки крупногабаритный аппарат. Да и диагональ дисплея тоже не маленькая, 6,67 дюймов. А за тонкие рамки здесь, как вы, наверное, понимаете, никто не боролся. В общем, это был первый недостаток. А второй, и в то же время, слава богу, последний, это камера. Да, на ней здесь тоже сэкономили. Как бы абсурдно это ни звучало, но версия Pro фотографирует даже хуже, чем младшая модель Poco X3. Не намного, большинство людей не заметит никакой разницы, но факт есть факт. Хотя, если говорить честно и откровенно, сравнение камер уже давно не имеют никакого смысла. Сейчас даже бюджетники научились делать фотографии достойного качества, тем более если с приложением Google Камера из вот этого видео, которое сейчас появилось у вас в подсказке. Давайте честно признаемся, что чаще всего фотографии либо остаются на смартфоне, либо улетают в соцсети, где потом очень сильно пережимаются. Поэтому делать задротливое сравнение камер я считаю бессмысленным занятием. Если камера снимает очень хорошо или очень плохо, это будет видно сразу невооруженным глазом, а сравнивать фотографии попиксельно, это занятие для сумасшедших. Если два предыдущих недостатка еще не оттолкнули вас от покупки, тогда у меня есть для вас отличная новость. Во всем остальном Poco X3 Pro реально хорош. Его полные технические характеристики сейчас перед вашими глазами. И естественно, с таким железом любые, даже самые графонистые игры этот смартфон тянет на самых максимальных настройках графики. Например, в Shadowgun Legends в сетевой игре «Братья по огню» имеем 48 FPS. А в Genshin Impact при пролетах над городом получаем целых 54 кадра в секунду. В общем, в техническом плане этот смартфон будет оставаться актуальным еще очень долгое время. Гораздо дольше, чем любой другой конкурент за эти деньги. А теперь внимание, я сэкономлю вам кучу времени. Звук, дисплей, вибрация, батарея и вообще все в модели Poco X3 Pro точно такое же, как у младшей модели Poco X3. Единственное отличие, версия Pro стала в несколько раз мощнее. Вот и все. Ссылку на полный обзор Poco X3 я оставлю вот здесь сейчас в подсказке. А уже в самое ближайшее время я выложу новое видео, в котором столкнул лбами два самых лучших бюджетных смартфона этого года. Poco X3 Pro и Redmi Note 10 Pro. И вот там я уже буду придираться даже к мелочам. Поэтому если вы хотите больше подробностей, то я вас не разочарую. Кстати, имеет смысл подписаться на канал, чтобы не пропустить. А на этом у меня все. Я постарался не тратить ваше время на бессмысленную воду и надеюсь, что это заслуживает вашего царского лайка. И обязательно подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии, я все читаю. Пока!